третий город в нашей поездке – город Дали. Идеальный город для того, чтобы отдохнуть после такого активного путешествия. Мы заселились на берегу озера Архай, площадь которого 250 квадратных километров. В этот раз мы не будем преодолевать огромные расстояния в поисках культурных и природных достопримечательностей. И даже при всем этом мы нашли немало интересного. После заселения и шикарного завтрака мы решили выбраться в город, поближе к озеру. Здесь мы буквально сразу почувствовали атмосферу курорта. Во-первых, вокруг все очень красиво украшено. Во-вторых, здесь ходят толпы довольных и расслабленных туристов. И в-третьих, здесь наипрекраснейшая погода. Ну и богатая природа. Получится его? От страха дрожит. Наша первая задача – прогуляться по окрестностям и посмотреть, что здесь есть вокруг. Мы захотели найти самое лучшее и уютное место, чтобы не спеша попить кофе и настроить всю нашу съемочную технику. Ну что, отправляемся на поиски. Долго искать не пришлось. Мы нашли ресторан, который находится на берегу озера. И только после хорошего отдыха и настройки всей аппаратуры мы начали планировать наш маршрут. Маршрут готов, и мы отправляемся в путь. А сколько ж еще подниматься? Последняя работа. Такие классные виды нас сопровождают всю дорогу. Вот такая здесь паутина мощная. Оказалось, что сама дорога является точкой сбора для туристов. Идя по этой дороге, помимо красивых видов, мы встретили разные инсталляции, импровизированные рестораны и концерты. Вот зря мы не взяли зонт. Все говорят, а что китайцы такие странные? Берут себе зонты и ходят в летний знойный день с этими зонтами, а они себе чаек создают. Мы идем уже 1,5 километра по этой радужной дороге. Вот понаставляли машины и пошли фоткаться. В итоге создали огромную пробку. Сейчас отсюда вообще никак не выехать. Все эти люди побросали свои машины ради того, чтобы посетить лагерь для фотографов. Поэтому я тоже достал свой фотоаппарат и пофотографировал Варю. Долго мы там задерживаться не стали и пошли на концерт. И вот, пробираясь через кактусы, мы наконец дошли до места встречи заката. Для такой картинки любые описания будут излишними.
На следующий день мы отправились исследовать сам город Дали. Кстати, провинция Юнань отвечает за подавляющую часть кофе в стране. Около 98% всей китайской площади и объема производства кофе приходится на эту провинцию. Также регион уже может конкурировать по качеству с признанными кофейными регионами мира. Пить кофе без ничего мы не любим, поэтому обязательно берем с собой пирожки с начинкой из лепестков роз. Да, звучит странно, но на самом деле очень вкусно и необычно. А местные бренды часто используют традиционные элементы в дизайне. Здесь просто огромное количество разных сухофруктов, манго, и абсолютно везде есть пробнички. Можно попробовать и убедиться в том, что это вкусно. Например, вот это я бы не стал брать, не попробовав. Выглядит как не очень хорошая вещь. Я попробую сейчас за кадром. Нормально, неплохо. Когда-то город Дали был столицей независимого королевства и важной точкой на Южном шелковом пути. Здесь веками живет народность бай со своим языком, традициями и архитектурой. Здесь также присутствует культ чистоты и воды. Дворы и улицы всегда аккуратные, с маленькими прудами или каналами. Помимо архитектуры, здесь также присутствует и природная эстетика, например, скалы и пещеры. В Дали открыты сотни маленьких лавок и мастерских. Ремесло, сувениры, кафе и кофейни. Все буквально на каждом шагу. А мягкий климат почти круглый год делает прогулку по городу особенно комфортной.我也很好奇，你们怎么知道我们是俄罗斯的？哦，真的，你的普通话说的好好啊！谢谢。俄罗斯，俄罗斯的，俄罗斯的，是。俄罗斯出美女，美女，我刚刚是说，我说这个外国美女好漂亮。俄罗斯出美女。Да. Здесь китайцы особенно рады иностранным гостям. 你叫啥名字？我中文名是李洛雷，李诺雷。对俄罗斯名字呢 Женя， ？Zina。Женя， Zina。对，你们俄罗斯哪个城市啊？莫斯科。莫斯科。啊哎呀，好地方。是，你去过吗？没去，我们以后可能会去。那你怎么知道是个好地方？俄罗斯首都嘛。啊，那首都肯定好，对吧？是啊，红场，我就知道红场。是啊，月饼在那边。是，可以，好地方。你们都是俄罗斯的人？对，是，像吗？像金发，就是俄罗斯那他首都，以前有你们的留学生到我们武汉留学，就是很多那他上面。Издалека мы услышали немного устрашающие звуки, но приблизившись к ним, оказалось, что это песнопение в храме. Сейчас мы их послушаем. Кстати, насчет погоды. Обычно в этом регионе в сентябре и октябре проходит сезон дождей. Погода здесь примерно как лотерея. Как вы видите, в этой лотерее нам очень повезло. Что в Шангриле, что в Лидзяне, что в Дали. Прогноз погоды все время показывал дожди. Но мы приехали, и здесь везде солнечно. И раз нам так повезло с погодой, значит нужно больше гулять. Сейчас мы находимся в старом городке Сичжоу. Пойдем его исследовать. Сичжоу – это небольшой городок на северном берегу озера Архай, всего в 20 минутах от исторического центра города Дали.
Если в Лидяне мы уже показывали традиционную бело-синюю ткань, то здесь помимо этого классического сочетания встречаются еще и разноцветные ткани с самыми разными узорами. Они могут быть яркими или пастельными, с геометрическими и растительными мотивами. В Юнане на крышах большинства домов мы видели фигурки котов. Эти керамические коты, часто с грозным видом, ставят на коньки крыш или над дверями. Также их везде продают в качестве сувениров. Местные верят, что они защищают дом от злых духов и привлекают удачу. В общем, это важнейшая часть искусства народа Юннани. Место, которое мы сейчас вам покажем, мы специально оставили на самый конец нашего путешествия. И именно ради него все туристы приезжают на самый край городка Сичжоу. Вот во что нам обошлась съемка вот этой фотографии. Как правильно снимать с помощью дистанционного управления. Женщина таскает стулья. Работа оператора снимать. Ребята пришли смотреть тиктоки, когда за окном такой вид. Нашли место, где вообще ни одной души нет. Вот и подошло к концу наше путешествие в провинции Юннань. Впереди вас ждут еще другие города из этой провинции, поэтому оставайтесь с нами и до новых встреч!